Здравствуйте, друзья! Канал Пластмассовый енот. Простыми словами, от ЭПА и не только. Сегодня с нами Дмитрий Блохин, руководитель сервиса компании Kraus Mafai Россия. В этом видео Дмитрий сделает обзор страниц контроллера и настроек термопласт автомата Kraus Mafai PX Agile. PX Agile — это новая машина на нашем рынке. Данная машина — это третья машина, которая попала в Россию. Эти машины экипированы системой управления Keba, в отличие от стандартных систем управления, которые построены на базе Sigmatech. И работает под системой управления так называемой MC Agile. Это будет новая система управления для операторов, для людей, которые поработают с Kraus Mafai, но как и все системы управления построены на одинаковой логике и будет понятно для операторов и также user-friendly, как все наши системы управления. PX Agile — это Kraus Mafai полностью электрическая серия, которая делается на заводе в Китае, правильно? Да, все верно. Это полностью электрические машины с возможностью до комплектации гидростанции при желании заказчика. Система управления MC Agile устанавливается на машины серии PX Agile. Панель управления Multitouch делится на две части. Визуализационная часть и панель управления термопласт автоматом. Здесь находятся блоки управления узлами, режимами. Стандартно для Kraus Mafai наладочный, ручной режим, полуавтомат-автомат. Кнопки включения нагрева, цилиндра, пресс-формы, подключение термостатов, включение моторов. Отличительная особенность системы управления MC Agile от стандартных краснofaiский контроллер, то что активация начала режима производится специальной кнопкой старт. При включении термопласт автомата вы попадаете на стартовый экран, на котором представлен обзор работы станка. Сейчас мы показываем машину в рабочем режиме, поэтому видно, как меняется положение узлов, проходит регулировка температуры цилиндра. Здесь выведены основные параметры. Это температура на цилиндре, позиции выталкивателя, пресс-формы, шнека, усилие смыкания, данные по пресс-форме, которые установлены сейчас на термопласт автомат, количество деталей, которые задано в программе, сколько сделано, остаточное время производства. В центре экрана у нас основная визуализационная часть, и в нижней части стандартно для Kraus Mafai представлены кнопки перехода по различным подгруппам. Также, что новое сделано в этом контроллере, здесь представлен обзор меню, по которому можно быстро найти необходимый экран, необходимую функцию, если забыли, где она находится. В левой колонке актуальное значение параметров машины. Здесь можно выбирать 3 страницы и контролировать те параметры, которые необходимы для производства. В правой части находятся любимые экраны. Сконфигурировать эту страницу можно, нажав звездочку, и соответствующий экран появляется в правой части. Данная опция позволяет быстро переходить с экрана на экран. В верхней части мы видим текущую дату и текущее время, уровень доступа, под которым зашел оператор, меню настройки системы. Также есть возможность сделать скриншот экрана, сохранить его на USB флешке, сделать отчет, диагностический файл, произвести настройки, но данная опция работает в наладочном режиме. Сейчас мы работаем в автомате, у нас нет доступа к этой подкладке. Нажав кнопку помощи, мы получаем доступ к документации, в которой можно увидеть описание той или иной страницы, на которой мы находимся, и с пояснениями, где какой параметр за что отвечает. Также здесь находится каталог по всем аварийным сообщениям, которые имеет система, поэтому, зная название ошибки, можно в любой момент ее найти и прочитать, что данная ошибка значит и какие действия нужно предпринять для того, чтобы устранить эту ошибку.
В верхней части экрана стрелки для перехода на предыдущий экран и на следующий экран. Иконки активации дополнительных функций. Это APC-контроль, нагрев цилиндра, это включение термостатов. В правом нижнем экране кнопка аварийных сообщений. Один раз нажав на эту кнопку, мы видим все сообщения, которые здесь находятся. Здесь выводятся не только аварийные сообщения, но и информационные сообщения. На данный момент настройка высоты пресс-формы полностью завершена, пишет нам машина, что значит, что во время работы была проведена подрегулировка для того, чтобы сохранить заданное усилие смыкания. В левом нижнем углу мы видим кнопки перехода в стандартное меню управления, либо в обзор функций термопласта автомата. Чуть выше мы видим иконки текущего состояния и работа тех или иных узлов. Все время работы здесь будет меняться циклически, шаг за шагом отображаться, что происходит в данный момент с термопластом автомата. Переходим в блок управления узлом смыкания. Здесь на первой вкладке показываются настройки закрытия, открытия пресс-формы. Нажимая на стрелку, мы можем вывести визуализацию, графики, где будут показаны значения скорости и силы, заданные и фактическое положение пресс-формы в данный момент. В этом меню мы можем сами задавать до 6 стадий закрытия, до 6 стадий открытия и сконфигурировать для них необходимую скорость, усилия и позицию, на которых данная стадия работает. Следующая вкладка – это вкладка «Защита пресс-формы». Здесь графически показано усилие смыкания в зависимости от позиции коленного рычага. И также есть возможности настроить механизм защиты пресс-формы с открытием, без открытия, установить уровень защиты пресс-формы от единицы до 6. Шестерка самый чувствительный. Первый уровень имеет больше допуска по плюсу-минусу. На этой вкладке, третья вкладка этого узла, это настроечные параметры пресс-формы. Здесь есть возможность включить интрузию. Приведены настройки рампы, настройки минимальных значений для закрытия, открытия и для скоростей. Следующая вкладка – это настройка высоты пресс-формы. Настройка высоты пресс-формы на этом станке происходит автоматически. Мы задаем требуемые усилия смыкания, нажимаем кнопку «Автоматические настройки», и машина сама производит изменения высоты пресс-формы, которые будут соответствовать заданному значению усилия смыкания в килоньютах. Следующая вкладка – дополнительные настройки, специальные настройки узла смыкания. Здесь мы задаем погрешность, максимальное отклонение пресс-формы от заданной величины. Можно включить контроль положения для того, чтобы активировать защиту, если, например, в случае, когда пресс-форма откроется на величину, превышающую позицию открывания, либо не дойдет. То есть в том случае, когда у нас используется робот для извлечения, когда вот позиция пресс-формы очень критична. И на последней странице приведена информация о приводе узла смыкания. Показывается его положение, скорость, крутящий момент, сила тока, температура на приводе, температура на частотнике, версия программного обеспечения. Также есть два графа-построителя, на которых можно задать и отслеживать графики скоростей и усилий смыкания, открытия и закрытия пресс-формы. Второй большой блок – это блок управления выталкивателем. На одной странице мы видим настройки движения выталкивателя вперед, движения выталкивателя назад. Также мы можем здесь задать до 6 стадий для каждого перемещения. Соответственно, для каждой стадии допускается установка скорости, усилия и позиции, до которой будет действовать. Ну, а время работы на графиках мы видим, как происходит перемещение выталкивателя. Также
перемещение от ступени к ступени происходит с подсвечиванием соответствующих клавиш с зеленым цветом. На второй странице вкладки выталкивателя мы задаем дополнительные какие-то параметры. Это ход выталкивателя, смещение выталкивателя при работе с фибровыталкиванием. Есть возможность задать срабатывание выталкивания по позиции пресс-формы, не дожидаясь, когда пресс-форма будет полностью открыта. Ну и также задаются рампы, торможение, ускорение, движение выталкивания вперед и минимальное значение давления и скорости для движения выталкивателя. На странице настройки выталкивания мы можем задать максимальные значения, то есть ограничить значение скоростей и усилия, которые будут использоваться на главном экране. Также по аналогии с узлом смыкания представлена информация о приводе, где можно увидеть его текущее состояние, момент, силу тока. Также можно на граф-построителе построить, вывести графики движения и усилия скорости выталкивателя. Последняя вкладка в блоке выталкивания – это управление воздушными клапанами. На данной машине установлены два клапана. При их активации мы выбираем усилие, при котором выталкиватель будет срабатывать. 5 вариантов предоставлены здесь. После пластикации, после размыкания, после срабатывания выталкивания, во время размыкания, перед пластикацией, позиция старта выталкивателя, время паузы до его работы и время, сколько будет пневматический клапан работать. Третья вкладка – это управление кернами или стержнями. На разных термопласт-автоматах называется это по-разному, разные производители по-разному называют этот механизм. В данном случае это керны. На этих страницах мы выбираем, какие стержни мы собираемся активировать. Вот здесь на данной машине мы видим, что в программном обеспечении прошито 3 стержня. Кнопка активации. Задаем условия, при которых данный стержень будет активирован. Управление по времени, либо по концевому выключателю. Ну и задаем позиции, время, скорости для каждого стержня. Движение вперед, движение назад. На дополнительной странице настройки стержней мы задаем такие функции, как параллельное движение стержней, параллельное движение в форме, параллельное движение стержней, если у нас используется несколько стержней одновременно, типа приводов стержней, ну и такие временные параметры, как задержки. Устанавливаем количество движений стержней вперед-назад. На вкладке наладочные, наладки стержней мы можем задать настройки рампы. Это ускорение торможения кернов при движении вперед-назад. Также можем установить потолок, максимальные и минимальные значения, которые может оператор установить. Таким образом ограничить эти параметры и не допустить повреждения пресс-формы, если такое возможно. Ну и здесь тончайшая настройка позволяет сделать движение стержня более плавным. Но сейчас вот здесь стоит по 100%, то есть используется максимальное значение скоростей и ускорений. Четвертая вкладка – это вкладка управления узлом впрыска. На одной странице у нас представлена настройка впрыска и выдержки подавления, также набора доза, пластикация, декомпрессия. В верхней части мы задаем то количество стадий, которые мы хотим использовать. Соответственно, ниже для каждой стадии мы задаем скорость и усилия, которые будут действовать на этой ступеньке. Выбираем, каким образом у нас будет переходить на выдержку под давлением. Будет ли это по позиции шнека, либо по времени впрыска, либо по давлению впрыска. И в зависимости от того, что мы выбрали, соответственно, задаем необходимую нам точку переключения. Также время задержки, время охлаждения. Вторая страница – это наладочные параметры для впрыска. Здесь мы видим, какие скорости и давление мы будем использовать в наладочном режиме. Также
задаются настройки ускорения торможения для режима наладки. Активируется функция интрузии впрыск в открытую форму. И можно активировать это извлечение холодной пробки. Это впрыск небольшой дозы материала перед началом автоматического цикла. На графопостроителе мы можем вывести различные параметры, которые нам необходимы для построения правильного технологического процесса. В левой части параметры, которые возможно использовать, в правой части те, которые были выбраны и которые отображаются на данный момент на графике. Четвертая дополнительная вкладка – это вкладка управления пневматическими клапанами затвора ледниковой втулки или каскадный впрыск. Разные пресс-формы, используется эта функция по-разному. Мы активируем один из 4 клапанов, прописываем условия, при котором он открывается, при котором закрывается. Как правило, это используется позиция шнека, соответственно, здесь позиция шнека в кубических сантиметрах на данной машине заказчик поставил. То есть позиция шнека в кубиках начала, позиция шнека в кубиках, когда закрывается. И ставятся еще дополнительные задержки перед открытием, либо пауза после завершения работы. На настройках узла впрыска мы можем отрегулировать максимальные и минимальные значения для рабочего режима узла впрыска. Также рампы торможения, ускорения, движения шнека. Ну и как на всех приводах мы можем видеть текущее состояние привода и в случае появления каких-то аварийных ситуаций посмотреть, что происходит в реальности на приводе. То есть довольно-таки информативная страница, которая поможет сервисной службе или электронщикам посмотреть состояние. Также есть возможность активировать кривые скорости, давления впрыска, но это нужно для активации останавливать машину, в наладочном режиме это производить. Вкладка пластикации, декомпрессии. Мы можем задать 2 декомпрессии. Декомпрессия до пластикации, декомпрессия после пластикации. Если мы ее активируем, соответственно, задаем положение, скорость, позицию для каждой из них. Ну, наверху, как стандартно, графически отображается положение шнека и параметры, которые мы задали. Если кому-то нравится больше работать с цифровыми параметрами, можно эти графики свернуть и оставить только цифровые значения. Ну и, соответственно, для пластикации в данный момент у нас задана одна стадия. Мы задаем скорость, обороты в минуты, противодавление и позиция, до которого у нас набирается материал. Также присутствует информация о данном приводе и возможность выведения графиков. На последней вкладке этого блока представлена страница настройки адаптивного контроля процесса для контроля объема впрыснутого материала. Адаптивный контроль процесса, это как круиз-контроль на машине, позволяет машине самостоятельно контролировать процесс литья, вносить коррекции в рамках заданного оператором границ по давлению выдержки и по перемещению точки переключения на выдержку под давлением. Следующий большой блок – это управление узлом впрыска, перемещением агрегата. Здесь мы видим перемещение верхней части – это перемещение узла впрыска вперед, в нижней части – перемещение узла впрыска назад. 2 ступени перемещения вперед, большая скорость, маленькая скорость. Но здесь это неправильно немножко задано операторами. Здесь должна быть позиция отличная от нуля для того, чтобы машина успела переключиться на низкую скорость во избежание удара об ледниковую втулку пресс-формы. В нижней части здесь у нас одна ступенька, то есть узел впрыска перемещается с одной скоростью, с одним усилием до позиции, которая задается оператором. На настроечном экране мы задаем, с какими скоростями, с какими усилиями движется данный узел в режиме наладки, с какими
каким давлением, с какой скоростью происходит наладки, слив материала или впрыск материала из узла пластикации. Также есть возможность включить функцию автоочистки, задав количество циклов, которые будет совершать машина. Активировав эту кнопку, машина будет производить автоочистку сопла. Следующий большой блок – это блок нагрева цилиндра. Здесь мы задаем температуры на всех зонах цилиндра, температуры, которые контролируются на зоне загрузки. Устанавливаем допуска, плюсы и минусы, в которых мы позволяем работать нашей машине. Задаем параметры по превышению температур, при котором будет срабатывать автоматическая аварийная сигнализация. На второй странице, на странице настройки нагрева цилиндра пластикации, мы можем выбрать, какой тип термопары будет использоваться. Это два варианта у нас: G-Type или Key-Type. В каком режиме педрегулирования будет работать та или иная зона, либо зона будет выключена совсем. Здесь мы можем произвести оптимизацию нагрева цилиндра для того, чтобы подстроить параметры педрегулятора в случае замены нагревателя или термопары. И третья вкладка – это недельный таймер. Здесь мы можем включить то время, в которое в определенный день недели будет включен автоматический нагрев цилиндра пластикации для того, чтобы подготовить машину к запуску в определенное время. Нагрева масла здесь нету, так как машина электрическая, поэтому прогрев осуществляется только на цилиндре. Следующий блок – это производственный блок. Здесь задаются параметры счетчика изделий, устанавливается количество гнезд, задается количество изделий, которые нужно произвести. И вот при сбросе на 0 и включении счетчика машина начнет отсчитывать, сколько деталей было произведено и какое количество времени осталось для того, чтобы выполнить ту или иную производственную программу. На второй страничке показываются данные по той пресс-форме, которая сейчас установлена. Представлены другие программы, которые сохранены на внутренней памяти контроллера. На третьей странице мы можем задавать интервалы системы смазки узла смыкания. То есть задавать те интервалы по циклам, при котором она будет работать в автоматическом режиме, либо сможем активировать принудительную смазку рычагов в ручном режиме. Следующий блок – это блок сбора статистических данных процесса литья. Вот на последней странице анализ времени цикла. Здесь показаны актуальные значения по циклу, по каждому шагу цикла. Зеленым цветом, синим цветом это референсные данные, то есть данные, которые были сохранены вами и с которыми вы сравниваете текущие значения. То есть это очень удобно, когда поставлена задача сократить время цикла, тогда начинаются вноситься изменения в скорости, давление, в паузы. И можно уже визуально смотреть, как изменился каждый участок цикла работы машины. Графически можно увидеть в цифровом отображении, насколько были произведены изменения, к чему это привело. Также сюда можно вывести на каждый цикл, какой параметр вы хотите, чтобы был отображен. Настройки сделаются в наладочном режиме, сейчас мы это не можем делать. Но если вы выбираете тот или иной узел и в выпадающей вкладке выбираете тот или иной параметр, который вы хотите видеть, задаете для него предельные значения, если вы хотите делать контроль. И здесь будут уже выводиться те данные, которые были вами выбраны. На графике PD будут в случае выбора установки допусков для каждого параметра будут выведены средние значения отклонений по тем параметрам, которые вы видели в виде графиков либо в гистограмме. То есть позволит отделу технолога, скорее всего, наверное, функция больше для них, контролировать производственные параметры, технологические параметры, точность работы машины, точность литья, ну и делать соответствующие какие-то изменения уже в режиме, либо в подборе материала
которые позволят работать точно, цикл за циклом. Следующая вкладка. Сюда выведены входы и выходы. Первая страница. Автоманипулятор — это не что иное, как Евромап 67. Здесь мы видим входы в машине от робота и выходы на робот в случае установки линейного робота и работы с ним. Вторая вкладка — это дополнительные свободно программируемые выходы и свободно программируемые входы. То есть возможность запрограммировать 4 входа, 4 выхода, которые будут контролировать либо управлять каким-то периферийным устройством в автоматическом режиме машины. Последняя вкладка. Здесь, как и уже мы видим на странице, нарисована лупа. Это значит, на всех станках, на всех системах управления Kraus Maffei, это то, что мы выходим на страницу контроля параметров работы машины. А именно вот на данной вкладке это входы-выходы машины, графики параметров, которые вы хотите задать. Опять-таки выбирается из обширного списка параметров. Причем это может быть не только технологические параметры, но это может быть и цифровые аналоговые сигналы, которыми вы хотите контролировать в процессе диагностики. На данной вкладке мы можем сохранить отчет о работе станка, сделать экспорт данных пресс-формы, скриншоты экранов, отчеты о состоянии, диагностические файлы. То есть все то, что вы сохраняли, делали на предыдущих менюшках, все это сохраняется здесь, и с этой страницы вы уже можете сделать такой централизованный экспорт на USB флешку. Блокировка устройства, но эта страница используется в том случае, если было предустановлено изначально введение лицензионных ключей для продления работы термопласта автомата. На следующей вкладке управления пользователями есть возможность конфигурировать уровни доступа для сотрудников предприятия с выделением каждому уровню доступа определенных прав на просмотр страниц, на внесение изменений, технологические параметры, те языки, которые будут использованы на этих уровнях. На странице настройка, так называемой настройки блока, вы можете выбрать единицы, в которых будут измеряться и отображаться все технологические параметры, которые присутствуют на этом термопласт-автомате. Скорости миллиметр в секунду, температуру в Цельсиях, Фаренгейтах, усилия в килоньютонах либо мегапаскалях, движение пластикации в оборотах в минуту, либо в кубических сантиметрах в секунду и так далее. И последняя вкладка здесь — это дерево процесса. На данном дереве процесса можно увидеть в реальном времени, какая часть цикла работы термопласт-автомата происходит. Ну и также добавлять, конфигурировать различные дополнительные функции, такие как стержни, пневматические клапаны. То есть есть возможность свободно запрограммировать по вашему желанию, когда данная функция будет включаться, когда будет выключаться, ну и включать и выключать их здесь. Вот это все. Это был пластмассовый енот, и это был обзор системы управления термопласт-автомата Kraus Maffei PX Agile. Большое спасибо Дмитрию Блохину. Поддержите наш канал лайками, подписками, пишите комментарии, какие вопросы остались нераскрытыми, что интересно вам было бы узнать в нашем канале в будущем. До новых встреч!